Не было бы счастья в ее истории слезы горя и радости, страдания и восторг тесно сплетены между собой. В феврале 2016 года муж Кортни Хилл, Брайан, погиб, попав под колеса грузовика. Удивительно, что за его плечами был Ирак, Кувейт, Афганистан, а смерть нашла его в мирной жизни. С женой Брайан познакомился в 2011 году, и с тех пор они были счастливы вместе. У пары родилась прекрасная маленькая дочурка по имени Реган. Незадолго до кончины мужа они решили, что один ребенок хорошо, но хотелось бы больше. В то утро, когда мужа не стало, они даже успели сделать тест на беременность, но он оказался отрицательным. Через несколько дней после трагедии Кортни зачем-то сделала еще один тест, и он показал беременна. Конечно, весть о беременности стала для нее настоящим шоком. Прощаясь с мужем на похоронах, она в слезах прошептала «Милый, у нас будет малыш» и закрыла крышку гроба. Месяц спустя женщину начали беспокоить довольно странные боли. Кортни не понимала, что происходит, и боялась, как бы не случился выкидыш. Придя на прием к врачу и рассказав о своих опасениях, она была ошарашена. Под сердцем бился не один малыш, а сразу 2 мальчика и 1 девочка. У меня просто не было слов. Получилось, что теперь о Брайане будут напоминать целых 3 улыбчивых малыша, вспоминала женщина. Но жизнь продолжала посылать ей испытания. На 25-й неделе беременности врач сказал, что один из младенцев в утробе погиб, а молодая мама уже подобрала имена всем 3, и того малыша, который умер, она хотела назвать Брэди, в честь отца. После этой новости она почувствовала себя бессильной и опустошенной. Это совершенно выбило меня из колеи. Как только мое материнское сердце не почувствовало, что произошло что-то ужасное, я не ожидала, когда шла на УЗИ, что его результаты окажутся такими, сразу открылась только что затянувшаяся рана. Брэди умер, но у меня осталось еще 2 малыша, которые, слава богу, здоровы. Обычно тройняшек еще какое-то время выхаживают в больнице, но в нашем случае этого не понадобилось. Выжившего мальчика Кортни назвала Майлз, а девочку Харпер. Малыши родились 21 сентября. Их мама говорит, что порой трудно, когда приходится объяснять знакомым, почему они не двойняшки. Естественно, люди думают, что они двойняшки, но я их называю выжившие тройняшки. Большинство понимают, но не все. Впрочем, я этого и не жду. Когда у тебя 26 недель билось 3 сердца, а потом двойняшки. Хочется все изменить, но ничего не поделаешь. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.